12 марта в Москве состоится встреча президента Армении Сержа Саргсяна и президента России Владимира Путина. Это первый рабочий визит за рубеж президента Армении после выборов, прошедших 18 февраля. В ходе встречи лидеры двух государств обсудят состояние российско-армянских отношений, в том числе вопросы по сотрудничеству в экономической, политической и гуманитарной сферах. Ожидается, что в ходе переговоров будет поднята тема открытия аэропорта в городе Хаджалы, что еще более может накалить атмосферу азербайджано-армянских отношений. Накануне визита мы решили поинтересоваться у российских экспертов, что они думают по этому поводу. Конечно же, президентам двух стран есть всегда что обсудить. Республика Армения, конечно, находится сейчас в сложном положении, непростом положении. Объективная сложная социально-экономическая ситуация дополняется акциями протеста Рафио Ванесяна, серебряного призера президентских выборов, которые, тем не менее, идут на убыль. Внешнеполитическая повестка дня в российско-армянском диалоге достаточно хорошо представлена. Как мы знаем, урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта является приоритетной задачей армянской дипломатии и очень сложной задачей. И без тесных связей, прежде всего, с Россией, также и с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, решить эту задачу не представляется возможным. Я не думаю, что тема возобновления эксплуатации, возможное возобновление эксплуатации аэропорта в Нагорном Карабахе будет непосредственно затрагиваться в двусторонних переговорах, потому что это все-таки частный вопрос. Хотя, конечно, частность достаточно существенная, потому что уже сейчас мы видим достаточно такую серьезную эскалацию напряженности, прежде всего со стороны Азербайджана по этому вопросу. Мне кажется, что Россия может высказать свое какое-то мнение в связи с возможным возобновлением авиарейсов по маршруту Ереван-Степанакерт-Ереван. Однако все те домыслы и слухи, которыми преисполнена в последнее время пресса, потому что эти вопросы являются гораздо более сложными, как и весь блок вопросов, связанных с регулированием Нагорно-Карабахского конфликта. И мнение России, конечно, играет здесь существенную роль, очень важную роль, но, естественно, помимо России существуют и другие факторы, влияющие на динамику событий в Южно-Кавказском регионе. Многие армянские эксперты ждут серьезных результатов как с точки зрения экономического сотрудничества между Россией и Арменией, так и в контексте новых реалий Нагорно-Карабахского конфликта. Что касается экономики, то здесь треки более-менее очевидные. Армения будет просить скидки на газ, Россия, скорее всего, хотя это и не обязательно, но все же затронет вопрос о формате сотрудничества Еревана с Евразийским интеграционным проектом. Какие будут результаты, предполагать трудно, но, по крайней мере, влиятельные армянские СМИ уже сейчас утверждают, что вопрос о скидках на газ будет зависеть еще и в том числе от состава будущего правительства Республики Армения и от того, останется ли в премьерском кресле нынешний глава правительства Тигран Саркисян. Ну, это, в общем, слухи и сплетни, которые очень часто пробрасываются в информационном поле Армении. Насколько они верны, станет ясно не только после окончания переговоров, но и тогда, когда будет сформирован новый кабинет министров. А что касается тем безопасности, то некоторые армянские издания рассчитывают на то, что Владимир Путин выскажется по вопросу об открытии в Хаджалы международного аэропорта, а эта тема, безусловно, тревожит и не только Баку, но и посредников, которые уже неоднократно высказывались в том смысле, что тема международного аэропорта – это вопрос, который не может быть решен в одностороннем порядке.
Но, скорее всего, хотя и этот вопрос далеко не очевиден, Серж Саргсян может поднять тему Хаджалы на переговорах с российским партнером, но с моей точки зрения вероятность определенного заявления Владимира Путина по российской позиции в отношении международного порта Хаджалы в том плане, в каком мы хотели услышать ее официальные лица из армянской делегации, маловероятно. Мир слишком хрупок, тема слишком острая, и, конечно, Россия, которая является одним из модераторов Карабахского процесса, едва ли захочет перекладывать груз своей ответственности с одной чаши весов на другую, а попробовать, наоборот, сохранить равновесные позиции. Ну, впрочем, ждать осталось недолго, и вот уже буквально через несколько часов там первые подробности переговоров между Владимиром Путиным и Сержем Саргсяном, к которому в этот раз приковано, безусловно, особое внимание.